Всем привет, ребята! Меня зовут Соня. И вот что на днях произошло со мной. В школе у меня много друзей. Мы постоянно поддерживаем связь и любим проводить время вместе. Каждый раз, когда у нас в классе появляется новенький, то я первая подбегала знакомиться. У меня всегда это получалось, но не в этот раз. К нам в класс с соседней школы привели Тома. Высокий парень, брюнет в круглых очках. На первый взгляд он показался мне очень милым и добрым. Когда его представляла нам учительница, я заметила, что Том очень волнуется. Я стала за ним наблюдать, и оказалось, Том настоящий ботаник. Он постоянно поднимал руку на уроке и выходил к доске. Мне захотелось с ним подружиться. После урока я подошла к Тому познакомиться, но он никак на меня не отреагировал. Он только встал из-за парты и пошел прочь из класса. Я стояла в недоумении. На следующем уроке химии Том быстро и четко выполнял практические задания. Он делал все сам, без напарника. Учитель изрядно похвалил Тома и даже назвал его алхимиком и гением. Я была рада, что хоть учитель смог найти к нему подход. В тот же день после школы, когда мы с Лизи шли домой, я поделилась впечатлениями о знакомстве с Томом. Лизи не ожидала, что наш новенький такой. Она даже сказала, что может он из тех, о ком говорят «в тихом омуте черти водятся». Я задумалась, может Лизи права? Попрощавшись с Лизи, я пошла домой, но впереди я заметила Тома. Он вел себя как-то осторожно, то и дело оглядывался и прислушивался. Было странно видеть его в этом районе города, ведь здесь лишь парочка жилых домов, а все остальное – лаборатории. Я стала за ним следить. Том пошел к двери одной из самых дорогих лабораторий в городе. Он осмотрелся, достал ключ и вошел вовнутрь. Я подбежала ближе и, подойдя к окну, стала высматривать Тома. Я видела, что Том, как настоящий лаборант, брал образцы и смешивал их в специальных пробирках. А затем увидела, как Том в попыхах собирается. Я спряталась, а из здания, как ошпаренный, выбежал Том. Дома я набрала Лизи и все подчистую рассказала ей. Мне казалось, что Том готовит настоящий заговор, да и непонятно, откуда у него ключи от лаборатории. На следующий день я решила, что мне нужно все выяснить. После последнего урока я решила снова проследить за Томом. Мне казалось, что Том делает что-то плохое в лаборатории и что, возможно, он хочет нас отравить. Я была незаметна, как ниндзя. Том снова подошел к той самой лаборатории и стал открывать дверь. Я быстро подбежала к Тому и, схватив его за руку, закричала: «Ты не имеешь никакого права травить наших одноклассников!» Том был сбит с толку. Не понимал, о чем я говорю. После моих криков Том завел меня в лабораторию и молча показал объявление. Новые ученые ищут лекарства от рака. Он рассказал, что уже 3 месяца пытается найти то самое лекарство, которое поможет его маме. Ведь денег на лечение у них нет. А значит, и другого выхода тоже. Она находилась на 2-й стадии рака груди, и все это время он заботился о ней сам. Ключи от этой лаборатории ему дал наш учитель химии, чтобы Том практиковался после уроков. Единственное условие такого пребывания – его никто не должен был видеть. Том был полностью погружен в это дело и не знал, как он может об этом кому-то рассказать. Мне стало стыдно из-за того, что я думала, что он хочет нас отравить. После того, как мы поговорили, я пошла домой. У меня были очень решительные намерения. И я обзвонила всех своих одноклассников и оповестила о том, что нужно срочно встретиться. На следующий день мы все были возле школы и ждали Тома. Когда Том пришел, он увидел, что все горожане собрались для того, чтобы насобирать деньги на лечение его маме. Мы организовали акцию «Спасем Мэри». Так зовут маму Тома. Том был счастлив и только плакал от счастья. За короткое время мы насобирали нужную сумму, и мама Тома пошла на поправку. Вот так вот мы помогли Тому и обрели нового друга.
Бывало ли у тебя такое, что первое впечатление о человеке было обманчивым? Расскажи в комментариях, как ты знакомишься с новыми людьми. Спасибо тебе за просмотр и до встречи!